Вот мы пришли к далеким рубежам земли, в пространство скифов. Так начинается трагедия Эсхила «Прикованный Прометей». Здесь и был прикован титан Прометей к дикой, обдуваемой всеми ветрами скале Кавказ. Так представлял ее Эсхил, одинокой вершиной, стоящей на краю земли. Известные мореплаватели греки в те времена активно заселяли берега Черного моря, но вглубь материка они не заходили. Они слышали, что там находятся высоченные горы, но вряд ли представляли размеры этой горной страны, растянувшейся на 1000 километров с сотнями вершин и ледников. Туда мы отправились, чтобы совершить путешествие вдоль главного Кавказского хребта. Северная Осетия расположена в самом центре Кавказа. Что до Каспийского, что до Черного моря, расстояние отсюда примерно одинаковое. Через Северную Осетию проходят две известные дороги, переваливающие через горы в Закавказье. Военная грузинская в Тбилиси и военно-осетинская в Кутаиси. Военно-осетинская дорога идет по Лагирскому ущелью вдоль берега реки Ардон к Мамисонскому перевалу. За тысячелетия по этой дороге прошли целые народы. Владевшие ущельем владели торговыми путями, но должны были уметь защищать себя. До сих пор сохранились укрепленные города, как эта средневековая крепость Лисей. Возведение высотных зданий в сейсмическом районе требовало высокого искусства каменщиков. Самые прочные камни, лежащие в основании башни, брали высоко в горах, из-под ледника. Особенно тщательно готовили раствор, скрепляющий кладку. К толченому щебню примешивали молоко, яйца и ослиный волос. Раствор считался хорошим, если не падал с перевернутой вверх дном лопаты. Было правило башню возводить за один сезон. После старейшины рода желали ей стоять столько, сколько будут стоять эти горы. Селение Лисри давно заброшено. Нет вокруг полей, садов, дороги большей частью заросли. Среди гор остались только крепость и храм. В Осетии есть множество и отдельно стоящих башен. Они построены в основном в 17-18 веках, во времена феодальной раздробленности. Каждый знатный род строил себе свой замок. Они называются по фамилиям владельцев: башня Коглоевых, башня Ясыевых. У некоторых осетинцев в огороде до сих пор стоит своя фамильная башня. Башни делились на жилые и боевые. Боевые были выше и имели обычно 5 этажей. Во время нападения сюда укрывалась вся семья феодала. В нижнем ярусе обычно находилась тюрьма, но иногда владелец сам становился пленником башни, запираясь в ней до конца дней своих из опасений кровной мести. Простые горцы, жители горных аулов, во времена войны укрывались в пещерных городах.
Правда, не очень понятно, как они туда поднимались. Есть в Осетии остатки и еще более ранних военных сооружений. Их идея проста. Это стены, которыми перекрывали узкие ущелья. Часть древней, построенной в первом тысячелетии стены, сохранилась в Косарском ущелье. Интересно, что она построена так, чтобы отражать набеги с севера, из степей Предкавказья, а не против тех, кто мог бы пройти из-за перевала. Это сейчас мы проводим границы по гребням хребта. Горцы провели бы ее по предгорьям. В наши дни многие ущелья опустели. Горцы переселяются вниз, на равнину. Остались только самые стойкие, для кого традиции важнее городских удобств. Впрочем, горы уже и не могут выдержать большее количество народа. И повинны в этом сами люди. Выпас скота, рубка лесов, промышленная деятельность оголили горные склоны. А это привело к усилению склоновых процессов, камнепадов, селей. Некогда славились горные сады. Например, отсюда, из селения Унал, как говорят, фрукты доставляли к императорскому двору. Но с тех пор, как здесь было построено хранилище отходов свинцово-цинкового комбината, не только качество, безопасность этих фруктов вызывает сомнения. А многие сады попросту опустели. Утрачивается горное садоводство. Исчезают культуры, которые веками приспосабливались для местных условий. Люди подорвали природу гор и теперь вынуждены уезжать, оставляя места, где столетиями жили их отцы, где находятся могилы их предков. Чтобы представить горы такими, какими они были, стоит отправиться в Цейское ущелье. В прежние времена оно было почти незаселенным, а сейчас находится под охраной Северо-Осетинского заповедника. В верхней части ущелья расположен знаменитый Цейский ледник, третий по величине на Кавказе. Во время четвертичного оледенения он закрывал все ущелье, о чем свидетельствуют каменные грибы отложения древнего ледника и огромные моренные валы, также оставленные прошлым более могучим ледником. Климат продолжает теплеть, а ледники уменьшаться. Только за последние полвека Цейский ледник отступил на 500 метров. И все же Большой Кавказ остается крупнейшим центром современного оледенения. Участок хребта в соседней Кабардино-Балкарии самый высокогорный. 4-километровая каменная стена служит преградой для воздушных масс. По другую сторону гор сейчас в марте уже тепло, весна.
А здесь климат более суров. И нет ничего капризнее, чем погода в горах в это время. Только светило солнце, как вдруг поднялся туман, повалил снег. Большой Кавказ – это не один, а множество хребтов, тянущихся примерно параллельно друг другу. Главный Кавказский хребет – самый высокий и протяженный. Но при этом высочайшая вершина Кавказа, да и всей Европы, Эльбрус, относится не к главному, а к боковому хребту. Как и положено властелину, он стоит чуть в стороне от остальных гор, взирая на их череду. При этом он намного моложе других гор. Ему 1,5 миллиона лет, тогда как другие горы формировались в период от 70 до 20 миллионов лет назад. Отличается Эльбрус и по геологическому происхождению. Эльбрус – вулкан. У него 2 кратера, и в результате извержения возникли 2 вершины – западной высотой 5642 метра и восточная – 5621 метр. Оба кратера теперь заполнены льдом и снегом. В настоящее время вулкан находится в стадии покоя. Однако он не потух окончательно. Дыхание спящего Эльбруса проявляется в слабой деятельности в виде выделения сернистых, хлористых газов и паров воды восточного конуса. Не исключена возможность, что в будущем он может активизировать свою деятельность и возобновить извержение. Тогда ему придется стряхнуть тяжелую шапку льда, толщина которой достигает сотни метров. Фирново-ледяная шапка Эльбруса растекается на 23 ледника, дающих начало горным рекам. Это Азау, одна из 3 речек, которые, соединяясь, образуют крупнейшую реку Приэльбрусья – Баксан. Долина Баксана – единственная дорога, позволяющая подняться к самому подножью Эльбруса. Вправо-влево от Баксанского отходят меньшие ущелья, образованные притоками Баксана. Пожалуй, самые красивые – это Адыл-Су и Адыр-Су. Названия у речек похожие, но даже вода в них сильно отличается. Адыр-Су прозрачна, а в местах водопадов от нее исходит голубое свечение. Река Адыл-Су течет среди желтых камней и окрасила их ее вода. Дело в том, что вдоль всего течения в Адыл-Су впадают несколько нарзанных источников. Эти источники несут в себе столько железа, что камни вокруг кажутся залиты рыжей краской. Природу горных ущелий охраняет национальный парк Приэльбрусье. Он занимает большую территорию, в которую входит и курортная горнолыжная зона.
Природа гор не сбалансирована и поэтому опасна. Пожалуй, главная сила, которая правит здесь – сила тяжести. Возможно, ей не подчиняются только туры, скачущие по вершинам скал. Но мельчайший камешек, вылетающий из-под их копыт, внизу может обернуться грозной лавиной. Жителям равнины трудно представить, какой ужасной, разрушительной силой может быть мягкий, почти невесомый снег, когда он, собираясь вместе, катится по горному склону. Лавины ломают деревья, сметают бетонные постройки. Главное их оружие – неожиданность. Где-то лавины сходят в одном и том же месте каждый год, где-то не сходят 100 лет. Люди перестают их там ждать, и тут они наносят удар. С лавинами в горах идет настоящая война. Эти пушки не память о бывших здесь в Великую Отечественную войну боях. Эти пушки стреляют по лавинам. Пушки – действенная мера, но против всех лавин их не направить. А снег все идет и идет. И все же весь этот разнообразный мир при Эльбрусе существует вокруг своей главной горы. Эльбрус – центр и точка притяжения. Он здесь престол и предел. У его подножья заканчивается дорога. Путь дальше, на запад, возможен только по его ледникам. На другом его склоне живет народ, родственный балкарцам – карачаевцы. Мы отправляемся в Карачаево-Черкесию. Здесь расположен один из самых популярных российских курортов – Теберда, одно из самых живописных мест на Кавказе. Переводится Теберда с карачаевского «Божий дар». Это уже западный Кавказ. Здесь чувствуется дыхание Черного моря, до которого по прямой 60 километров. Столько же и до вершины Эльбруса. Долины поросли теплолюбивыми и влаголюбивыми буковыми лесами, под пологом которых всегда прохладная тень и буйство папоротников. В первом тысячелетии до нашей эры здесь проходила граница между государством Колхов-Колхидой и скифо-сарматскими племенами, а позже через Клухорский перевал прошел древний торговый путь, по которому двигались караваны римских, генуэзских и византийских купцов на север, в степи. Вместе с товарами из порта Диоскурия византийцы принесли через перевал христианскую веру. Первая туристская база была открыта на Домбае в 1935 году. Тогда же был открыт и Тебердинский заповедник, в задачах которого значилось поддерживать альпинистский туризм и одновременно охранять природу. Задача во многом противоречивая, и, по сути, заповедник стал первым у нас национальным парком. После войны Домбай и вовсе превратился в альпинистскую Мекку. Романтики 60-х слагали о нем песни. Да и сами названия здешних гор для альпинистов звучат как музыка. Буяльген, Домбай-Йольген, Птыш, Пикене, Эрцок. И эти же имена можно встретить на табличках кладбища альпинистов. Красота коварна, но ничто не останавливает людей, заболевших горами. И снова смельчаки идут на приступ сверкающих вершин.
Осень для Кавказа – особая пора. Поздней осенью горы оглашаются криками самцов туров, оленей. У копытных животных начинается гон. Домбай в переводе с карачаевского – зубр. Это легендарный зверь Кавказских гор. Некогда зубры водились повсеместно, но с тех пор, как Кавказ начал активно осваиваться, их численность катастрофически уменьшалась. В 1926 году был убит последний кавказский зубр. Но после зубров снова стали акклиматизировать. Уже не кавказских, а беловежских с помесью американских бизонов. Одна из ферм по разведению зубров находится далеко от Кавказа, в местах совсем не горных, в Мещерской низменности, в Окском заповеднике. Среди рязанских болот выращивают будущих горцев. От поселка Архыз в советские времена проходил известный туристический маршрут через перевал в Абхазию и после на побережье Черного моря. Но если двигаться вдоль хребта, то окажешься в Краснодарском крае и республике Адыгея. Горы здесь ниже и уже не кажутся такими холодными и неприступными. Море совсем близко. Значит, близка курортная зона Сочи. Пресс, оказываемый на природу, здесь большой. Хотя промышленности мало и не как в Осетии. Поэтому страдает в основном не флора, а фауна. Те, кто привык в этих горах ощущать себя хозяином. На горном кордоне Кавказского заповедника приютили 2 волчат. Их мать убили браконьеры. В дикую природу таких зверей выпускать уже нельзя, и их отдадут в какой-нибудь зоопарк. Впрочем, волчатам повезло. У них здесь нашлась приемная мать. Другому повезло меньше. Этот медвежонок остался сиротой в самом нежном возрасте. И он очень слаб. Посиди, зайчик. Посиди. Не можешь сидеть? Ну, не рассчитывай у него. Ну, смотри, уже головку поднимает, ма. Ма, видишь, голову держит немножко. За так называемыми Колхидскими воротами начинается зона субтропиков. Недалеко от Сочи, в долине реки Хосты, находится единственная в мире тисово-самшитовая роща. Реликтовые растения пережили в этом укромном уголке ледниковый период.
Этой роще миллионы лет. Да и сами эти деревья долгожители. 1500 лет для тиса не возраст. Здесь встречаются экземпляры, которым более 2000 лет. То есть под этими деревьями могли сидеть приплывшие сюда первые греческие колонисты. Местные жители обходили этот лес стороной. Здесь не гоняли скот, деревья не рубили, потому что тис ядовит, и плоды, и хвоя, и древесина. Он настоящий пришелец из другой эпохи. Хвойное дерево с ягодами вместо шишек. Впрочем, воздух в роще обладает лечебными свойствами. Таким же пришельцем является и самшит. Он тоже ядовит. Мед, собранный пчелами исключительно с цветов самшита, обладает дурманящими свойствами. Но у самшита оказалась очень ценная древесина. Она необычайно прочная и тяжелая, тонет в воде. Самшитом били и продавали в Турцию, где делали из его древесины шестеренки для различных движущихся конструкций, и износу им не было. Сегодня по этому субтропическому лесу третичного периода можно гулять. Рубки ему не грозят, потому что с 1930 года он взят под охрану заповедника. Здесь кроме тиса растет и бук, и пробковый дуб. Увитый лианами, поросший мхом, колхидский лес – это памятник природы, одно из сокровищ Кавказа. Мы прошли половину Большого Кавказа. Встретившись с морем, горные хребты расходятся. Один идет на северо-запад, другой на юго-восток. А наша Одиссея закончилась здесь, на берегу Черного моря. После высоких вершин, встающих на пути, взгляду уже ничто не мешает погружаться в бесконечную синеву, заслоняющую горизонты.